Обычно в играх принцесса — это скорее объект, требующий спасти, а герой и злодей, они как бы решают, где эта принцесса будет находиться. Почти всегда мы играем за героя, у которого 99% характера — это воля, решимость и мужество, а оставшийся один — чувство долга, что ли, или какое-то там желание. В то же время у злодеев обычно есть целые империи, корпорации, драконы, деньги и власть. В игре Нефариус мы совершенно по-другому посмотрим на этот мир, ведь здесь мы будем играть за самого злодея по имени Кроу. И хоть я только что пафосно рассказал, каким бы мог быть этот персонаж, история на самом деле начинается с его обычности. За его плечами сотни неудачных попыток украсть принцессу из Человеческого королевства, Мэйпл, и все они заканчивались очевидно провалом, если они постоянно повторялись. Но теперь что-то пошло совсем не по плану спасителей и защитников. Всем нам известно, что у каждой уважающей себя принцессы должен быть свой герой или героиня, что всегда готовы прийти на помощь в опасный момент. У Мэй есть такой герой, Маг, но при очередном вторжении, уже 900-м за последние 2 недели, Маг ведет себя как-то странно. Он отстранен и даже отстает от погони. В это время миньоны Кроу уже оцепили целый район города и подготовили специальное изобретение для решающей битвы — Луч Смерти, чтобы встретить принцессу и ее героя по-особому. Но, как ни странно, использовать это изобретение не удастся, ведь Маг, догнав Мэй с Кроу, расстается с принцессой, потому что Мэй стала проводить с Кроу куда больше времени из-за постоянных похищений. Кроу, получается, побеждает в отсутствии героя, если это так можно назвать, и делает это, судя по всему, в первый раз, и, наконец, может поставить давно запланированную пластинку с победной музыкой. Но это не слишком было так, как хотелось для всех, поэтому злодей и принцесса оба были фрустрированы. Кому-то хотелось экшена, а кому-то, чтобы ее не похитили, ну или хотя бы попытались спасти. При этом оба испытывали новое чувство непонимания, что теперь, когда случилось что-то, чего раньше не было. Кроу, в отличие от Мэй, сразу начал бороть эти чувства, приступив к плану ранее малореалистичному — разработки гаубицы Апокалипсиса для захвата мира, работающей на королевской энергии. Для этого орудия нужно похитить остальных принцесс со всего мира, которые этой энергией обладают, для чего стоит найти лазейку в законах, так как комитет злодеев, что существует, точно не одобрит похищение принцесс, предназначенных другим злодеям. Первая высадка с этой целью случится на Инсектии, который правит Апоидея. Забавно, что, попытавшись для красного словца описать стабильность, там Бекки, секретарша Кроу, доложила, что правит принцесса своим тораксом, что непонятно точно какая часть тела, если сравнивать с нашими. Короче, переводя на человеческий, железной рукой. Что бы это ни значило, ее дворец был невероятно богато устроен по сравнению с экстерьерами домиков простолюдин. Игнорируя эти социальные несправедливости, милые защитники-пчелки делали все возможное, чтобы покой и безопасность ее величества не были нарушены. В момент, когда Кроу все-таки добрался до принцессы, для нее становится в диковинку, что ее похищает не ее стандартный злодей Скорпиор, что подтверждает в очередной раз, Кроу пока единственный, кто из нынешнего поколения прошел первый этап по становлению суперзлодеем. Он имеет уже хотя бы одну заложницу. Если прошлая пленница умела быть гениальной миллиардершей, плейгерл-филантропкой, то Апоидея умеет летать, и в пути с ее родного острова благодаря этому увеличивала прыжки Кроу, помогая ему быть более легким. Королевство Инсектия, в отличие от людского, принцессу реально пыталась спасти, как и ее герой Дэш. В связи с этим пришлось вызвать уже для финальной битвы что-то более серьезное. Ну, точнее, не то, чтобы луч был несерьезным, просто его не удалось использовать, пух. На корабле, устроив Апоидею поудобнее, Бекки, якобы желая рассказать о проведенной ею аналитике, по факту крайне восхитилась и так уже понятной идеей по захвату мира. А далее следует отправиться на восток, в Винтердаун, островок гномов, постоянно которому грозит другое, более восточное государство, где живут орки, и называется оно Сукуочи. Сразу точно понятно, Винтердаун не Сукуочи, и такой геополитической ситуации, по мнению секретарши, не воспользоваться глупо. А Апоидея тем временем признала, что по ее опыту все могло быть хуже, а тут ей даже удастся вскоре поужинать с другой принцессой, которая уже успела поделиться мнением о местных коках. В ледяных тундрах Винтердауна говорят, что месть — это блюдо, которое подают холодным. Кроу не испугался, чтобы продемонстрировать это, решил добавить в то блюдо холодное своих специй, невероятно острых специй, чтобы растопить его к чертям. Эти его ультраметафорические попытки что-то там натворить заметил местный злодей доктор Механа, скоро который попытался объяснить, мол, там, на западе, ты мой партнер, но тут я заведую похищением принцесс. По итогам разговора драки стало не избежать. Но не переживайте, Кроу, конечно, победил, несмотря на подлое превосходство соперника в мехакоптере, способного и
и ракетами пулять, и какими-то плазменными приколами. В любом случае, лысику этому досталось знатно, и он освободил путь к принцессе. А на вопрос Кроу об очередном вечере покера ответил, что будет и принесет газировку с соусами. Принцессами, а о себе и товарищах грех забывать. Разойдясь по-настоящему на правильном зловещем моменте, что в данном случае хорошо, Кроу вскоре нашел принцессу, которая, кроме как посмеяться над сходством злодея с карандашом, ничего не смогла, пока не заманила его к себе в палату, где неожиданно взнуздала его. Честное слово, непонятно, как она себе этим помогла, ведь от давления на свою шею Кроу переклинило, и он бежал буквально куда глаза глядят, не способный остановиться, а глаза глядели по совпадению куда ему надо. Так бы этот галоп и продолжался, если бы за очередным обрывом не скрывалось очередное гениальное изобретение, присланное Бекки. Гигантский робот, свалившись в которого, Кроу наконец взял контроль в свои руки и был готов улетать, вместе с тем узнав, что Ариэла, несмотря на первое впечатление, авантюристка и готова наконец сменить скучную обстановку. Так бы и случилось, но пришлось сначала побороть спасителя ее Гуриона, которого дуэтом от его «силы есть ума ненадобности» принцесса и злодеи затроллили. Забавно, что именно тейк Ариэлы был последним, после чего нервы героя не выдержали и началась битва. Если кто-то спросит... Да, мы ее похитили, да. Попав на борт, Ариэла сразу заявила о себе, своими манерами чуть не сведя с ума Апоидею, и решив заключить парочку госконтрактов самовольно по закупке военной техники у Кроу, благо он честь имеет и не стал заниматься подобными мелочами. Разве что Мэйпл после общения с ней в хорошем настроении осталась и поделилась информацией с Кроу, что ее королевство в войне, несмотря ни на что, поддерживает народ Винтердауна уже довольно давно и стабильно. А к врагам этого народа, оркам, после очередного отчета о миссии от Бекки, Кроу и отправляется. Приближение к Сукуочи сопроводилось перегревом всего корабля. Небо становилось краснее, а воздух потяжелел. В таких землях может править действительно самая злобная и мощная тиранка в мире. Принцесса Тефра. Выкрасть ее из ее государства — благое дело получается. Сразу в наполненном серой воздухе станет дышаться, как на берегу озера. В общем, это первая высадка без протокола, как действовать. Принцессы ведь обычно типа добрые. Тут же придется работать на глаз, так как понятно, чего ждать. В этой стране, возможно, самые красивые уровни в игре из-за странного решения разработчика реализовать свет, которого тут немало. Выглядит как эффект наложения в фотошопе, которого тут больше, чем в любом другом королевстве. А потом такой потом я начал думать, однако, проверено на себе, ну а что нужно большего, как бы... Ну, что-то я заговорился. Вернемся и посмотрим на местных защитников. В диктатуре они весьма сильные и меньше похожи на простых прохожих. Кто-то гигантские, кто-то скрывает лицо, а кто-то волшебным приколом является вообще. Местный супер-пупер-ультра-герой, у которого название вполне нормальное, Человек-капитан, вовсе не хотел защищать тираншу, но и пропускать к ней не желал просто так. Не потому что переживает, но знает о прекрасной секретарше Кроу, которая, оставшись бы без работы, легко в его мыслях согласилась бы пойти с ним на свидание. Следовательно, нужно оставить ее без работы. Настолько герой не беспокоился о своей принцессе, что буквально предложил сделку. Открыть дверцу к ее покоям в обмен на то, что Кроу передаст своей божественной беловласой секретарше определенного рода письмо. Что во многом, помимо странности героя, говорит лишь о сумасшедшей силе правительницы и ее характере и заботе о ее народе. В покоях Тефра, на удивление, все было скромновато и даже уютно, или комната казалась меньше из-за ее собственного размера. Ты что, совсем с голосу съел? Принцессу на этот раз похитить легко не получилось, и вообще не получится, благо, когда она это объяснила своими кулаками, энергия от этого контакта перенесла Кроу в покой ее брата. Сразу злодея посетила закономерная мысль. Если необходима принцесса, но есть только принц, никто же и разницы не почует, если глаза будут закрыты. Кроме того, братика Малахита куда легче украсть, это я не говорю еще про способность, которую он временно дал. Твердеющий дым, давший возможность благодаря снарядам строить мостики и выбраться из огромного дворца, где поджидали другие герои. В отличие от киношного, эти JRPG-шные, и они хотя бы попытались дать бой, что не очень хорошо получилось. Одного из них звали Крош, это отсылка, если что, наверняка, да, на смешариков, да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Победив и доставив Малахита на корабль, до сведения Кроу доносится, что воздушное его судно, при всей его идеальности, несет потери в энергии из-за резкой смены климатов пройденных ранее царств. Плюс приспешники, благодаря небывалым успехам, логично небывало несут потери и нуждаются в дополнительных медицинских услугах. А следовательно, при всем этом, без вливаний и запасу денег скоро придет конец. Первая и самая легкая возможность подзаработать — опросить захваченных глав государств. У Мэйпл в связи с этим вопросом появились странности. На просьбу дать в долг какой-то $1 миллион она отказалась, ведь друзьям в долг денег по личным причинам не дает. Кроу на это заявил: «Мы не друзья». Она ответила, что игра в теннис на прошлой неделе говорит обратное. Далее среди ростовщиков госуровня был малахитовый светский львенок, который при всем желании был ограничен в доступе к государственной казне, даже не сейчас, а после одной веселой ночи. Всего одной. А Апоидея, как более ответственная и при этом не врунишка, прямо сказала:
В ее государстве и так экономические проблемы. Экономика была на медовой игле, и вот досада, цены обрушились, кто бы мог подумать. Однако она любит подводные приключения, несмотря на то, что она пчела, и для нее такое приключение куда опаснее, чем для кого-нибудь какого-нибудь другого вида. Ну и вот, она предложила сделку. Если она даст координаты одного клада, то должна побывать под водой и получить долю от найденного. Нефариус согласился и, руководясь исключительно злодейскими побуждениями, точно решил не обманывать пчелку. Ведь эффективнее всего этим стало бы заниматься под последок игры. На оставшемся пути к кладу Апоидея с грустью заметила, что ее положение пленницы не изменилось, будь то она во дворце под надзором министров или сейчас в подлодке с похитителем. Там ее контролировали чиновники, здесь злодей. Тем не менее, в данный момент она испытывала даже некое удовлетворение, ведь она в приключении и за это была по-своему благодарна. Более того, она призналась, что если бы Кроу не оказался злодеем, то, возможно, они могли бы стать настоящими друзьями благодаря этому путешествию. Пока проходил поиск сокровищ, Бекки на своем месте узнал об еще одном злодее, который прошарил за могущество силы монархов. Некто доктор Кеклес решил проблему снабжения себя принцессами немного нестандартным путем. Он собирается вместо похищения принцесс запустить их серийное производство. Хорошо это или плохо, за немалое время его попыток удалось создать лишь одно подходящее существо, которое станет последней похищенной или даже спасенной принцессой в плане для Кроу. У штурвала, когда он уже был готов отправить корабль на нужное место, его прервала Мэй Эппл, обеспокоенная, что он уже на подходе к реализации своего величайшего плана. Обычно она ему даже сопереживала в моменты, когда он пытался ее неудачно похитить, и даже стала считать его другом. Так что сейчас, когда может произойти что-то действительно страшное как для нее, так и для целого мира, принцесса просит остановиться. Короче, странная тема дальше произошла. Поскольку выбор, куда лететь, был за мной, а не за злодеем, и пока Мэй что-то там говорила, я забыл, куда лететь надо, и мы полетели в музей злодеев. Представим, что Кроу сам решил, пролетая мимо, в него заглянуть. И по такому случаю всем своим пленницам он разрешил размять ноги вместе с ним. Гид музея любезно встречал и благодарил его зловещее величество за предыдущие подарки, и разъяснил остальным посетителям за экспонаты. Например, нефритовый глаз Скорпио, лично подаренный злодеем после завершения гражданской войны в Инсектии. Также было что-то более естественное для ознакомления. Буквально очень естественное. Например, точная копия скелета отца Тефра и Малахита. Последнего этот экспонат немного угнетал, так как он вспомнил, что когда твой отец такого размера, невозможно жить в его тени. Сложно иметь пассивку любовника, когда от тебя требуют воевать. В общем, в сравнении со своей сестрой он был менее любим. Кратко говоря, поход в музей злодеев оказался довольно интересным по факту и удачным мероприятием для большинства принцесс. И все бы закончилось идеально, если бы не трое рейнджеров, прибывших на мехе разрушать искусство во имя справедливости и любви. Какая уж тут любовь, если герои вашего мира даже не дали заглянуть в новый сувенирный магазин в музее. В том, что эти герои действительно мудаки, уже на борту корабля все пришли к единому мнению. И в тишине, без лишних разговоров, состоялась высадка на территорию лаборатории Адепт Ко, где работал Кеклес. Как было упомянуто ранее, тут искусственно создавалась принцесса, и из терминалов с данными можно было выяснить, что кто-то, поддерживающий злодеев, считает, что, наняв Кеклеса, действует с благими намерениями. Этот кто-то богатый и, видимо, довольно глупый, раз раскидал так много информации о себе. Было рассказано и о ходе эксперимента. При неудачных попытках получались неправильные, как пишется, непрекрасные принцессы, которых я в дальнейшем буду лично называть сестрички. Тайного спонсора это повергло в шок, и он решил прикрыть лавочку. Но доктор Кеклес, несмотря на это, продолжил и в итоге получил идеальную принцессу, состоящую из чистой энергии. Чем больше она будет всякую энергию поглощать, тем мощнее и красивее она в теории будет. В настоящее время Фарадею, так ее зовут, хранят в капсуле, и потому неудивительно, что она верит, ее не похитят, а наоборот спасут. Конец первой части.